Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю мой новый рецепт. Это краффины колобки. Они выглядят просто шикарно. Тесто здесь великолепное. И вы не представляете, насколько они вкусные. Рецепт этих слоеных булочек, краффинов колобков, я придумала по мотивам моего авторского рецепта «Кулич краффин». И эти колобки-краффины получаются совершенно особенные, очень вкусные. Посмотрите, какие эти краффины получаются красивые. Назвала я их колобками именно по способу формовки. Вы видите, как здесь красиво видны слои теста. Невероятно. И здесь просто шикарное тесто. Я вам сейчас разломаю. И сверху точно так же, как и у краффинов. Вот такая хрустящая корочка. Внутри все тесто разделяется на слои. И оно очень нежное и пышное. На мой взгляд, здесь тесто намного вкуснее, чем в самих краффинах. Оно такое сдобное, сладкое, ароматное. Сначала для теста приготовим опару. И для этого мне понадобится 125 мл теплой воды, примерно 38 градусов, 100 граммов муки, 25 граммов меда и 10 граммов сухих дрожжей. В миску вливаю воду, добавляю мед, перемешиваю, всыпаю дрожжи. Также перемешиваю. И теперь сюда просеиваю муку. Перемешиваю. Миску с опарой закрываю пищевой пленкой. И отправляю миску на расстойку в теплое место примерно на полчаса. Обычно я ставлю миску с тестом или с опарой в микроволновую печь. Рядом ставлю стакан с горячей водой. У меня получается такой теплый шкафчик, где тесто быстро подходит. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. У меня прошло полчаса. Посмотрите, как чудесно выросла опара. Увеличилась в объеме больше, чем в 2 раза. И сейчас продолжим делать тесто. И для приготовления теста мне понадобится примерно 450 граммов муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 80 граммов сахара. Я использую тростниковый сахар, светло-коричневый. Можно использовать любой. 100 граммов растопленного сливочного масла. 1 яйцо. 125 мл теплого молока. Вообще все ингредиенты должны быть обязательно теплые. Буду добавлять в тесто цедру 1 апельсина, экстракт ванили 1 чайную ложку и пол чайной ложки соли. В миску добавляю яйцо, сахар и соль. Перемешиваю венчиком. Слишком сильно ничего взбивать не надо, просто перемешиваю. Вливаю теплое молоко и сливочное масло. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и цедру апельсина. Тесто здесь получается невероятно ароматное, очень вкусное. И сейчас добавляю сюда опару. Перемешиваю. Просеиваю часть муки, примерно половину. И перемешаю лопаткой. Сейчас лопатку я убираю. Дальше тесто я буду замешивать руками. Просеиваю муку. Снова я просеиваю не всю муку, часть муки оставлю. Буду добавлять постепенно. Начинаю вымешивать тесто. Тесто еще липковатое, поэтому я добавляю сейчас сюда всю муку.
Посмотрите сейчас, какое у меня получилось тесто. Оно еще липнет к рукам. Но я сейчас его буду уже вымешивать на столе и постараюсь сюда уже муку не добавлять. Тесто должно быть мягким, эластичным, но не забитым мукой. И сейчас я буду месить тесто, пока оно полностью не начнет отставать от рук и от стола. Буду себе помогать скребочком. Очень рекомендую не добавлять лишнюю муку, тогда тесто получится очень нежное. Месить буду примерно в течение 10 минут. Чем лучше вы вымесите тесто, тем более эластичное оно получится и будет легко раскатываться. Посмотрите, тесто я сейчас вымешиваю примерно 5 минут. Как видите, оно уже у меня отстает от стола. Под руками становится совершенно другое и отстает от рук. Итак, тесто я очень хорошо вымесила. Подкатываю его вот в такой шар, как обычно. Посмотрите, вы видите, какое мягкое, очень классное. Беру миску. Миску я слегка смазала растительным маслом без запаха. Перекладываю сюда тесто. Закрываю миску пищевой пленкой. Отправляю на расстойку на полчаса. Снова ставлю миску в микроволновку и рядом ставлю стакан с горячей водой. Сразу подготовлю форму, в которой буду выпекать краффины колобки. Смазываю форму для маффинов растительным маслом без запаха. У меня прошло полчаса. Посмотрите, как чудесно подошло тесто. Сейчас достаем его из миски и немного обминаю. Рабочую поверхность я хорошо подпыляю мукой. Выкладываю тесто. Сверху совсем немного подпыляю мукой и раскатываю в прямоугольный пласт. Я стараюсь раскатать такой достаточно тонкий, большой пласт прямоугольный, так как тесто будем прослаивать. И чем, конечно, тоньше раскатаете, тем больше слоев получится у теста. Если надо, немного можно подпылять мукой. Чтобы вас сориентировать, какой пласт теста у меня получился, я его измерю. 45 сантиметров ширина и 64 длина. Для слоения теста мне понадобится 50 граммов растопленного сливочного масла и 50 граммов сахара. Сейчас сливочным маслом я смазываю половину теста и присыпаю сахаром. Я щедро смазываю маслом и щедро присыпаю сахаром. Накрываю второй половиной теста. После того, как сложили тесто, я его еще немного раскатаю. Если надо, подпыляйте стол мукой и раскатывайте аккуратно тесто. И сейчас мой пласт теста я раскатала вот в такой квадратный пласт. Он у меня получился 55 сантиметров на 55. Если сверху на тесте есть излишки муки, можно их смести. Сейчас этот пласт теста я смазываю оставшимся сливочным маслом и посыпаю оставшимся сахаром. И теперь пласт теста я сворачиваю. Подворачиваю вот таким образом. Подвернула один край теста, сметаю излишки муки, снова подворачиваю. И так до конца. Как видите, тесто очень похоже на приготовление и круассанов, и краффинов. То есть мы делаем вот такую гибридную выпечку.
И оставшийся кусочек теста я просто вот так вот сверху натягиваю. У меня получился вот такой длинный пласт слоеного теста. Для того, чтобы это тесто потом было очень удобно раскатывать, я его отправлю ненадолго в морозильную камеру. Посмотрите, я его разрезала на две равные части. Видите, какое тесто внутри слоеное получается? Каждый кусочек теста я сейчас заворачиваю в пищевую пленку. И тесто я отправлю минут на 20 в морозильную камеру, чтобы оно потом хорошо раскатывалось. Тесто я достала из морозильной камеры. Его не надо абсолютно сильно замораживать. Оно, видите, у меня остается мягким, но чуть более плотным. И сейчас из этого теста уже будем формировать краффины колобки. Сейчас я беру один кусочек теста, а второй отправлю просто в холодильник. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Сверху теста также подпыляю мукой. И сейчас тесто мне надо раскатать в пласт. Раскатываю пласт в основном в ширину и совсем немного в длину. Сделать это слоеное тесто, как видите, совсем не сложно. Очень просто все. Я раскатала тесто. Пласт у меня получился толщиной примерно 1 сантиметр. Сейчас я подровняю края. Длина пласта у меня получилась 36 сантиметров и ширина 17 сантиметров. Сейчас мой пласт теста надо разделить на 6 частей. Делаю себе вот такие разметки и делю на 6 частей. Из каждого пласта теста у меня получится 6 булочек. И сейчас я покажу, как формировать краффин-колобок. Я беру кусочек теста, переверну его, смету лишнюю муку. И сейчас этот кусочек теста я разрезаю на 3 части, не дорезая до конца. Заплетаю в косичку. Очень все легко и просто. И сворачиваю вот таким колобком. Сразу же перекладываю тесто в форму. Покажу еще раз. Сметаю излишки муки. Разрезаю на 3 части. И заплетаю косичку. Заплетаем так, чтобы слои теста не перекручивались. То есть очень ровно. И скручиваю колобок. Перекладываю в форму. Я сформировала первые 6 булочек. И сейчас форму я поставлю в холодильник, для того, чтобы тесто не начало подходить и не отличалось от остальных 6 булочек, пока я буду их формировать. Сейчас я повторяю все точно так же со вторым куском теста. Я сформировала все колобки краффины. И сейчас их надо оставить на расстойке примерно на 50-60 минут. Они должны хорошо увеличиться в размере. Накрываю сверху пленкой. Это у меня просто чистый пакет, который я разрезала, для того, чтобы просто легко, очень легко прикрыть булочки. У меня прошел примерно час 10. И посмотрите, насколько булочки увеличились в объеме, какие они стали пышные, очень красивые, и видны вот эти вот все слои теста. Сейчас я беру 1 желток и 1 столовую ложку молока, перемешаю и смажу сверху краффины-колобки. Причем стараюсь смазывать только вот эту верхнюю часть. Слои теста я стараюсь не промазывать. Духовка у меня сейчас уже разогрета очень хорошо на 210 градусов.
И сейчас слоеные булочки я отправляю в хорошо разогретую до 210 градусов духовку на 10 минут. Затем я снижаю температуру духовки до 180 градусов и выпекаю еще примерно 15-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Булочки в крафенные колобки я достала из духовки. Посмотрите, какие они красивые получились. Невероятные. Они настолько выросли в объеме, что даже некоторые у меня здесь соединились между собой. Я их аккуратно ножичком так разъединю. И сейчас все булочки я аккуратно достану из формы. Когда булочки остыли, сверху я их присыпаю сахарной пудрой. Друзья, вы только посмотрите, какие красивые слоеные булочки, крафенные колобки получились. Они великолепные, какие ароматные. Я не устаю повторять, насколько здесь шикарное тесто. Кстати, сверху они хрустящие, как и крафенные, а внутри очень сдобные, очень слоеные. Красота! Конечно, я сейчас попробую. Друзья, эти слоеные булочки — это просто бомба. Я вам точно говорю, какие они вкусные. Очень сладкое, ароматное тесто, слоеное. Его можно просто вот так вот разделять слоями. Обязательно приготовьте и попробуйте. И если есть возможность, пеките сразу двойную порцию, потому что они улетают мгновенно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!